Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня долгожданное видео. На моем канале очень много видео, где я показываю, как я делаю елочные игрушки, как я обтягиваю формы, как делаю украшения, но в основном это шары. И меня уже не раз просили показать, как я обтягиваю колокольчики, сердечки и капельки. И сегодня наконец-то у меня дошли руки, и я вам покажу, как я делаю вот такие вот сердечки. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим. Для сегодняшней работы мне, конечно же, понадобится пластиковая заготовка. Это у меня сердечко 8 сантиметров. Бархат. И напоминаю, что бархат у нас тянущаяся вот эта сторона горизонтально. Мне понадобится вешалочка, буду использовать стразовую цепочку и полубусины. На ткани обязательно проверяем ворс, чтобы ворс смотрел вниз. Беру заготовочку и наношу клей вот на низ заготовки. И подклеиваю край. Затем натягиваю ткань. Тянется она горизонтально, как я уже говорила. Придерживаю пальчиком, и обязательно надо подклеить вот этот тут уголочек. Наношу клей и пальчиками заправляю и подклеиваю. Ткань можно немного подрезать. У меня была эта ткань для других заготовок, но так получилось, что сердечки обтягиваю. И теперь наносим клей на внутреннюю сторону. И натягиваем и заправляем внутрь. И также поступаем со второй стороной. Теперь возвращаемся к низу. Наносим вот сюда клей. И стараемся натянуть ткань, чтобы на лицевой стороне все было гладко. Вот таким образом. И теперь нам остается подклеить вот эту сторону. Наносим клей и ткань натягиваем полностью. И все пальчиками заправляем. И также поступаем со второй стороной. Теперь проверяем. Вот у меня чуть-чуть не доклеилось здесь. Или я кривенько приклеила. Теперь я наношу снова клей и натягиваю до упора, чтобы все было ровненько. Теперь, когда все у меня подклеено, лишнее я вырезаю. И таким же образом обрабатываем вторую часть сердечка. Когда обе мои заготовочки готовы, на одну из них я приклеиваю вешалочку. Длину вешалки вы определяете сами. У меня это 25 сантиметров, сложенная пополам.
И теперь наношу небольшое количество клея частями, не полностью, а частями, чтобы просто немного закрепить сердечко. Пальчиками смотрю, чтобы все было ровненько. И теперь прижимаю. Полностью я не заклеиваю, чтобы не заляпать бархат. И когда буду приклеивать стразовую цепочку, я также буду наносить клей, и это еще раз закрепит сердечко. По шву, где мы подклеивали сердечко, я приклеиваю стразовую цепочку. Наношу тонким клеем клей и приклеиваю. Одновременно надавливаю на сердечко с двух сторон. Приклеивается стразовая цепочка и также обе половинки. Клей наносим аккуратно, иначе потом его не почистить. И по обоим краям, по сторонам от цепочки стразовой я приклеиваю полубусины. Также очень тоненький слой клея наношу и аккуратненько. И затем еще пущу по второй стороне. Если вы подклеиваете сразу два ряда полубусин, как я, то при повороте здесь получается вот одна бусина лишняя. Что я делаю? Я доклеиваю полубусины до вот таким вот образом. Вот эту бусину не подклеиваю. И вот эту лишнюю бусинку я ее вырезаю. Теперь подклеиваю крайнюю, аккуратненько наношу клей. Следующую бусину пытаюсь приклеить как можно ближе к предыдущей. Даже вот прижимаю ее. И вот образуется уголок. Теперь я приклеиваю вот эту полубусину. Также наношу чуть-чуть клея и пытаюсь ее как бы свести. Вот таким образом. И теперь у меня получается ровненький уголок. Наношу клей и продолжаю приклеивать. Чтобы сделать ровный круг, не прерывая, вот, чтобы смотрелась как будто одна линия, так как у нас здесь приклеена вешалочка, я зрительно вот так примеряю и смотрю, какие лишние бусины отрезать надо. Вот получается у меня 3 лишние полубусины, я их отрезаю. Теперь я аккуратненько наношу клей и доклеиваю оставшуюся часть. И мне осталось подклеить вот эти 3 бусины. И вот что получается. Очень аккуратненько и все чистенько. Вот такие сердечки у меня сегодня получились.
По желанию можно пустить еще один ряд стразовой цепочки и полубусин. Надеюсь, вам сегодняшнее видео мое понравилось и было полезным. Не забывайте ставить пальчик вверх, если это так, мне будет очень приятно. А вам успехов и до новых встреч. Пока-пока.